Денег нет? Нет. Почему? Деньги же вроде биткоины. Нет. Нету? Нет. Бедность есть. Большая бедность. Конечно, бедность есть везде. Да, и в России есть бедность. Но не такая. В Гондурасе есть, в Панаме есть, в Мексике огромная. Может, Сальвадор станет латинским Сингапуром, нет? Но не знаю. То вот, биткоин, там экономика Сальвадора развивается. Стоит сюда переезжать жить или нет? Я не верю в биткоин. А и в экономику в Сальвадора, видите, она подымется? Нет. Не подымется? No. Всем привет, это Сальвадор, и мы встретились с Мигелем. Сегодня он расскажет, как он выучил и русский язык, и чем он занимается в Сальвадоре. Мигель, расскажи, пожалуйста, как ты выучил русский язык? Когда ты учился в СССР? Я приезжал в СССР, в Москву, в 1976 году. Я хотел учиться, я хотел стать инженером, энергетическим инженером. Подготовительный факультет я учился в МАДИ, автомобильно-дорожный институт в Москве. Факультет, электрический факультет в МЭИ, энергетический институт. Я учил там 3 года, нет, 4 года, один подготовительный и 3 факультета. Потом уехал оттуда, чтобы в войну. Приехал сюда, в Сальвадор. Это какой год был? Это было в 1981 году. То есть в 1981 году закончили обучение уже в Москве? Нет, я не закончил, только 3 года в факультете. 3 года и уехали на родину? На родину, да, бороться. Вот, это было так. Мы думали, у нас был, называется, это разрешение, чтобы вы не были там 1 год. Академический отпуск. Да, я понял. Окей. Вот, за 1 год война продолжается, СССР нет. А что за война здесь была в Сальвадоре? Гражданская война. За правила. То есть партии столкнулись лбами друг между другом или как? Нет, была партия ФМЛН, фронт, национальный фронт Свободы. Против правительства? Да, против правительства. Там был такой милитарский правительство, тяжелый, очень против народа. Вот. Поэтому мы боролись. И чем закончилось? Чем закончилось? Была согласность между правительством и фронт. И закончилась в 1992 году. Кто выиграл? Кто выиграл? Нет, никто. Никто не выиграл Нет, войну? согласились. Можно сказать, что мы выиграли. Потому что это была такая армия, тяжелое оружие, много помощи США, все США. А мы партизаны. Партизаны? Да, партизаны. Так выиграли партизаны? Да, потому что мы с малым ресурсом, плохие ресурсы, выиграли за такой большой. Целое правительство, большая армия, да, большое правительство, помощь США, миллионы каждый день. То есть вас снабжало правительство США?
Вас финансировало правительство США? Нас нет. Нет? Правительство Сальвадора. А да. вас кто финансировал? Откуда у вас-то деньги были? Помогали много людей. Народы, разные народы. Во всем мире. То есть остальной мир, который против правительства Сальвадора и США, помогал вам, партизанам? Да. Это было, помогали Никарагуа, Куба, Венесуэла, Вьетнам, СССР, да, Либия, Так в итоге Иран. вы закончили университет или нет? Нет, Не закончили. нет, потому что когда я хотел вернуться, уже нет СССР. Уже Россия, новая Россия. И вы, то есть в СССР были всего 3 года, да? 4 года. 4 года. Да, И у вас незаконченное образование в СССР. не закончили образование. А здесь тоже не закончил. Здесь тоже не закончили? Не закончил. Почему? А потому что у меня была семья, и начал работать для семьи. И работаю в одежде, делаем одежды. Сейчас вы делаете одежду, шьете? Да, да, и с то время. Сколько лет уже шьете одежду? Почти 40 лет, 40 лет. да. А почему эту профессию выбрали, шить одежду? Потому что семья имела промышленность об этом. И когда война закончилась, у меня ничего не было. И они сказали, эй, езжай к нам за помощь нас. И там решили помогать мне и начали делать это в этом промышленности. Вот. Ну, кому шьете эту одежду? Для каких предприятий или физлицам продаете? А для промышленности, для заводов, да, и для банков, и школьники. Медикам тоже? Медикам, да, тоже. Тоже. Да, делаем. А много здесь промышленности в Сальвадоре? Текстильные? Промышленных предприятий в Сальвадоре много? Есть, конечно. Да. И что производят? Здесь производим и молоко, и одежда, и дороги делаем тоже много, и питание много. Техническая промышленность маленькая. В Сальвадоре полезные ископаемые нефть, золото, медь, никель. Что-то есть? Есть золото. Золото? Есть. Но назад, по-моему, 6 лет или больше запретили Добывать золото. добывать золото. Почему? Потому что, чтобы добывать золото, надо химические элементы, циануру. А это у нас Вред. мало реки. Вред природе? Да, да, много. У нас маленькая страна, у нас нет много территории, большая территория нет. Так что если делаем золото, занимаемся золото, это будет контаминировать, нет? Как сказать? Будет повреждена природа страны. Да, будет повреждена природа. Конечно. И поэтому закон был, чтобы не делать золото. Но золото есть. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей.
Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. А сельское хозяйство чем развито? Какие есть овощи, продукты? Сельскохозяйство есть. Есть, конечно, кукуруза, фасоль, рис. Это, можно сказать, больше, да? А тоже огурцы, помидоры, то это делать. Но не так много. Нам надо покупать из Гватемалы. В Гватемале больше? Конечно. А почему там больше, а у вас мало? А потому что там большая страна. И они занимаются... Ну, там и климат другой. И климат, и большая страна, и занимаются этим. Мы покупаем много. Можно сказать, что мы зависим от Гватемалы по теме питания. То есть вы там покупаете... И от Гондураса по бананам. То есть у вас нет своих бананов? Есть бананы, но не так, чтобы... надо для всей страны. Чтобы всех прокормить. Да, всех покормить. Надо покупать в Гондурас и в Гватемала. Кофе свое есть? Кофе есть, да, кофе есть для нас много. Много или мало? Нет, много. Кофе много. Кофе мы экспортируем. А кому экспортируете? Кому? В Европу. В Россию? В Европу почти. Я не знаю, в Россию экспортируем, не знаю. Может быть, и да. А когда я был там, видел кофе разных стран. Ты знаешь, в Москве, да. Там чем отличается ваше кофе от кофе Гондураса, Гватемалы и Никарагуа? Есть варианты. Пакамара вариант, арабский вариант и другие. Нет, я согласен. Барбон. Если там растет где-то в Эмиратах, либо в Европе, в других странах, а тут у вас вроде одна земля, тут друг от друга не так далеко находитесь. В чем разница этого кофе? Это зависит от земли, это зависит от высоты. Это зависит от какие дерева, которые есть, которые делают как... Вокруг? Ага. Вот. Есть все это. Чем выше высота, тем вкуснее кофе? Не так просто. Есть высота, которая лучше. Если больше, может быть не так хорошо. Если меньше, тоже может быть не так хорошо. Посередине лучше? Посередине. По-моему, 800 метров – это хорошая высота. У нас есть хороший кофе. Ты попробуй. Наш кофе. Да? Да. Да, хороший кофе. Да. А как здесь вообще сейчас с преступностью? Насколько здесь развиты опасные группировки? Есть, но те бандиты, пандилери, да, как хулиганы. Хулиганы всегда есть. Но не такие группировки, как раньше, пандилlas, МС и М-18. Это уже в тюрьме. А здесь сколько тюрем вообще? Много? Или одна тюрьма большая? Есть много. Но это для хулиганов, для пандилеров. Есть один, Секот называется. И говорят, что там для 70 тысяч? Самая большая тюрьма? Самая большая тюрьма, да. В Центральной Америке. В Центральной Америке самая большая тюрьма. А где она находится? Находится здесь, область такая называется департамент. Ла Пас. Это на юге. Здесь, на юге. На юге страны? Ближе к Гондурасу? Нет, Гондурас на север. На юге. Сур. Находится здесь далеко, можно сказать, 50 километров. Отсюда. Ла Пас называется такая область, департамент. Там находится. Недалеко. Самая большая. Но сейчас в стране Сальвадоре спокойно жить? Нету Есть спокойно, да. Потому что эти группировки, которые были, это самые тяжелые,
И, конечно, были контакты с нашей семьей. Это была группировка, где и брат, и сын, и папа, может быть, тоже помогали им. Но сейчас все это молодые, или не так молодые, все в тюрьме. Ну, кто-то Спокойно. Можно ходить, можно гулять. Это хорошо. кто-то сбежал в Гондурасе. Бежал в Гондурасе и в Гватемале тоже. Но поменьше. Есть, конечно, есть. Их существует пока. И, может быть, здесь тоже есть. Но они... Спрятались. Да, есть. Поэтому этот закон, estado de excepción se llama, закон, где твои правы, наши правы, не так можно сказать, мне надо мои правы, да? Так что ты не можешь сейчас это делать. Estado de excepción, понимаешь, estado de excepción. Закон, где ты не можешь сказать, это мои правы, я хочу мои правы, мне надо мои правы. Ты не можешь сказать так сейчас. Поэтому чуть трудно для всех. И, конечно, почти больше всех панделеров, они в тюрьме. Но есть, которые не в тюрьме, как ты сказал, в Гондурасе или в Гватемале, или здесь, под семьей. Но поэтому правительство говорит, закон будет еще продолжаться. И ты не можешь собраться свободно. Это запрещено пока. Делаем. Есть марши и митинги на улицах, но это запрещено. В России давно были? Я? На 10 лет, может быть, 12 лет. А в России у вас сын, да? Я. Да, один сын. Он работает там. Он инженер тоже. Как считаете, образование, которое вы недополучили в СССР, проучились 3 года, как-то вам помогло? Нужен ли вам русский язык вообще сейчас? Для меня, чтобы жить здесь, конечно, не помогает. Помогает, если я еду туда. Помогает, конечно, у меня есть связь с патром здесь. Или есть какое-то интервью, или какое-то собрание с русским. Я там и могу переводить, и это помогает мне. Я чуть знаю пока. Чтобы работать, да, помогает, но не чтобы жить из этого. Да, чтобы если здесь, в ателье здесь, какая-то работа, электрическая работа я делаю. Электрический ремонт, или линии, свети, я могу это делать. Конечно, это мне помогает. Но не занимаюсь как инженер. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании «Росмедицина» согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги
включает экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Насколько сейчас Россия с Сальвадором дружат, как взаимодействуют? У меня есть друзья в Москве и семья, да. А здесь дружба есть с послом, с другим люди русские, которые здесь живут немного. А есть дружба тоже с этим, которые там учились. Есть, может быть, 40, 50, может быть. А русскоговорящих сальвадорцев много здесь? Кто Да. учился в СССР? Может быть, 40, 50. Да, есть у нас группа. Да. И собираемся тоже. Есть организация. Но так, мы старые люди, да. Может быть, самый молодой из нас, может быть, 60 лет. Мне 70. Так что я не так просто собраться. Я не так молодые. Болеем, некоторые из нас. Так что не так просто. Там, в России, учатся молодые студенты. Я думаю, что нам надо иметь связь с ними, чтобы это отношение Россия и Сальвадор продолжалось. Думаю, что это надо. Отношения с Россией позволят Сальвадору как-то развиваться, как считаете? Да. Есть отношения. Самая большая работа, которую я знаю, русские сделали электростанции. Гидроэлектростанция. Где? Ты знаешь? Нет. Есть гидроэлектростанция. Русские делали. Она работает? Работает? Да. Там русские работают? Нет. Я не знаю, если русские работают. По-моему, не надо. Уже не надо, потому что уже работает, да. А русские работали, чтобы делать. Построили, да. Это на востоке. Да, станция маленькая, электростанция. Гидроэлектростанция. Я это учился. Гидростанция. Но не закончил. Наверное, могу работать там. Наверное. Но у меня есть моя самая работа. Как считаете, и минусы в Сальвадоре, какие вас беспокоят? Не знаешь, что будет в будущем. Не знаю, что будет в будущем? Не знаю. Почему? Потому что нет проекта. Нет. Проекта? Нет проект, ясный проект. Все так... Размыто? Да. Мы сделаем аэропорт, мы сделаем поезд. Дороги вроде вот сделали хорошие. Да, это всегда были. Здесь только делают лучше, да. Но всегда были дороги. Сделаем... Биткоин вот у вас. Делаем биткоин. Ага. Это биткоин неясный. Фактически биткоин люди в Сальвадор не любят. Пирамида. Да, но это не так ясно. Потому что 10 биткоин
купили или покупают биткоин, но не ясно, где они. Может, его завтра не будет. Кто их имеет? Может быть, завтра не будет. Понимаешь? Да. Это не ясно. И говоришь, ага, мы собрали все хулиганы и все в Секот, в тюрьме. Да, хорошо. А сейчас делаем развитие, экономическое развитие. Это вот наш цель. Но не ясно. Все так, что, как я говорю по-русски, не так ясно, да? И все думают, что будет сейчас. Кажется, что одна семья, это есть наше правительство, и один человек, и делается то, что один человек думает. То, что у него в голове. Да, да. И если давай, поедем сюда. Нет, уже нет. Я думаю, что нет. Давай сюда. Или давай туда. Не ясно. И это нехорошо. Нехорошо. Никогда не хорошо. То есть нету правительства, которое коллегиально что-то выводит? То есть один человек только все выводит? Конечно, есть коллегиальное правительство, потому что надо делать то, что такой человек думает, да? Надо делать вниз. Но что делать? Главная идея, что делать, не ясно сейчас. Как делать? Еще какие минусы есть? Дорого здесь может. Что? Здесь дорого? Я говорю, нет, недорого, пока не так дорого. Можно жить для меня. Но для народа, Ну, бедность здесь сильно развита. да, для народа трудно, потому что жить дороже, чем получают. Это называется канаста базика, то, что ты должен иметь, чтобы жить. Это значит питание, и лекарства, и одежда. Это дороже, чем ты получаешь. Меньше зарплата. Да? Самая маленькая зарплата недостаточно, чтобы жить нормально, скажем. Трудно для наших людей. Система тоже не нравится. Система как скорая помощь, госпитали, как называется? Медицина. Медицинская. Плохая? Да. Почему? Всегда было так. Система, например, ты что-то болеешь, да, мне живу, идешь на скорую помощь, да, а тебе, хорошо, давай, я тебе увижу через 6 месяцев или 4 месяца. Ну если 6 месяцев я могу умереть, да. Ну ничего, 6 месяцев. Подожди. Подожди 6 месяцев. Если не умер, хорошо, если умер, ничего. Да, у нас так. Ну, есть... Знаешь, у нас социальная, медицинская, seguro social, понимаешь, социальная медицинская. Ты платишь за это. Страховая медицина, да. Да. Вот. А там много врачей, много врачей не работают там. Если у тебя есть резонансия, например, X-ray, нет там, кто читает этот X-ray. А ты должен делать рай и взять и искать, кто читает. Если твоя консульта с врачом, ты будешь с врачом через 6 месяцев, давай подожди 6 месяцев, чтобы врач читает.
или ищи где-нибудь, кто читает. В системе очень-очень мало братьев, которые читают, могут читать это. Они находятся в личной консультации. Они неграмотные, что ли? Грамотные, конечно, но чтобы читать это, ты должен платить в личной клинике, в консульттории. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Ну, частных клиник много в Сальвадоре? Есть много, конечно. А они хорошие, Есть хорошие. но дорогие. Дорогие. А 50, 60, 70 каждый раз. Прием. Прием. А скорая помощь оказывает услуги бесплатно или платно? Скорая помощь бесплатна. С пандемией, с COVID, это правительство сделало очень хорошую скорую помощь. Это хорошо. Городская скорая помощь бесплатная. Это бесплатная. Приезжает быстро? Да. Да, есть быстро. Это новое. Это новая служба сейчас, да? Да, раньше было тоже, конечно, было. Но не хорошо. То есть они усовершенствовали? Да. Вот сейчас так. Можем всегда, но дорого. Ты ходил на рынок? На рынок ходил? Я видел, от центра недалеко. Да, да. Видел, как здесь работает рынок? Ну, я по всем павильонам не ходил. Не ходил. А что там? Наверное, надо ходить, чтобы ты видел, как эти люди живут. Трудно. А ходил здесь, в районах, или где живут люди самые бедные? Ходил? Потому что это другая жизнь. А в Эскалон или Сан-Бенито, президенциальные районы, области, нет, районы, это другая жизнь, другой мир. Ну, правительство помогает им? Нет. Выплаты дает? Нет. Нет? Нет. А почему не помогает? Только в ковиде. Почему не помогает? Говорят, нет. Денег нет? Нет. Почему? Деньги же вроде биткоины. Нет. Нету? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Бедность есть. Большая бедность. Я потому что, или ты хочешь, можешь ходить, только надо ставить свою камеру, можешь ходить, где очень трудно. Жить очень трудно. Здесь нет, здесь все хорошо. Да. Здесь как небо. Да. Но есть бедность. Конечно, бедность есть везде. Да, и в России есть бедность. Но не такая. В Гондурасе есть, в Панаме есть, в Мексике огромная. Но здесь большая. Ну, как вы считаете, какие бы рекомендации дали людям, которые смотрят, видят, что вот биткоин, там экономика Сальвадора развивается, стоит сюда переезжать жить или нет? Где не верим в биткоин? А и в экономику в Сальвадора, видите, она подымется? Нет. Не подымется? No. Нет. Нет. Сейчас все это как только Не станет, как Сингапуром? не видим это. Нет? Я знаю Сингапур. Знаю, какая-то была опыт, да? Хороший. Может, Сальвадор станет латинским Сингапуром, нет? Но не знаю. Не знаю. Потому что не знаю. Трудно. Это здесь другое дело. Мы не сингапурец. Это другой народ. Наше образование вообще не хороший. Не хороший. То есть слабое образование? Образование здесь слабое, да? Это слабо. Слабое А образование. почему здесь слабое образование? Это наша система пока. Делаем Или специально, что-нибудь, чтобы развиваться. или специально людей не учат?
Да учатся, есть, но чтобы страна, полная страна, была как Сингапур, далеко. Здесь биткоин открыл билет, билет Сингапур. Chivo Wallet. И почти их нет уже. Ну, платежная система. Да, люди не верят в биткоин. Почти нет. Я не знаю, я понимаю, что биткоин – это другая форма, другая экономическая форма, чтобы развиваться, да. Но здесь не верим. Может быть, потому что они сделали так, что не так ясно, что где биткоин, а это я Букеле, да, это мой биткоин. Не ясно. Не верят. Не верят. Может быть, и верят те, которые работают там, в правительстве. И так не все. Я понимаю, что биткоин в России, например, может развиваться, да, биткоин может быть хорошо. Но это Россия. Россия есть Россия. В Англии, может быть. Но в США не так больше. В Мексике не так больше. А здесь как опыт пока не ясно. Только просим деньги. А то, что мы должны деньги в ФМИ, это увеличивается много, а у нас нет как платить. Это трудно будет. Очень трудно. Есть другие формы, да. Ищем помощь в Аравии, Сауди Аравии. Ищем помощь в Европе. Ищем помощь в США. Но США у них денег мало. Может быть, Аравия поможет. Но трудно. А может быть, я мало знаю. Может быть, я мало знаю об этом. И, может быть, молодые знают больше и имеют идею. Другое представление. Другое представление об этом и верят. Мы, взрослые, не верим. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте их в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.